На студенческой вечеринке в Сан-Диего в комнате мерцали гирлянды. На полу стояли бокалы и коробки от пиццы, пахло сыром, колой и дешевым вином. Смех перекрывал музыку, а кто-то пытался танцевать прямо среди мебели. Том держал в руках пластиковый контейнер и, улыбаясь во все лицо, торжественно объявил: «Смотрите!» Он поднял его над головой. «Наборы для ДНК-теста. Настоящие. Каждый берет по одному». «Что за ерунда?» — нахмурилась Мелисса, поправляя кожаную куртку поверх короткого блестящего платья. Ее светло-зеленые глаза сверкнули весельем, хотя в голосе звучала ирония. «Да ладно», — усмехнулась Лора, облокотившись на подоконник. «Это же забавно. Все плюют в пробирку и отправляют. Через пару недель придут результаты. Вдруг кто-то окажется потомком герцогов или графов». Все дружно рассмеялись, и на секунду казалось, что это всего лишь безобидная шутка. Но именно эта случайная идея стала началом того, что изменило жизнь Мелиссы навсегда. Она никогда особенно не задумывалась о генетике и предках. Она выросла в Новой Шотландии, в семье, где ее отец Роберт рассказывал истории о прапрадеде, участвовавшем в гражданской войне, а мать Сьюзен учила ее народным танцам. В ее памяти были запахи кукурузных булочек из кухни, фотокарточки в альбомах, летние поездки на море, и она верила, ее корни чисто американские. Но маленькая пробирка с ДНК все перечеркнула. Прошло 3 недели. Вечером позвонила Лора. «Результаты пришли. Проверяй почту». Мелисса, не дождавшись, пока чайник закипит, села за ноутбук. В почтовом ящике действительно было письмо: «Ваш ДНК-тест готов». Она кликнула, ожидая диаграммы с процентами, список стран и регионов, но внутри было только одно красное предупреждение: «Ваш аккаунт заблокирован. Немедленно обратитесь в юридический отдел. Ваш образец совпадает с профилем, связанным с нераскрытым уголовным делом». Мелисса перечитала несколько раз. Сердце колотилось так, что пальцы дрожали. «Лора», — прошептала она в трубку, — «у меня не результат. У меня предупреждение. Там написано, что мой ДНК связан с каким-то уголовным делом». «Что? Это шутка?» «Нет». Она провела ночь без сна. В 3 часа ночи написала письмо в центр тестирования. Ответ пришел почти мгновенно. «Пожалуйста, посетите наш офис в Бостоне для проверки. Никакой информации по телефону или почте не предоставляется». Холодный дождь за окном усиливал тревогу, а мысли крутились. Что, если я не та, кем всегда считала себя? Лора написала: «Если поедешь, я еду с тобой». Утренний поезд в Бостон шел сквозь туман, мимо серых станций и безлюдных платформ. Лора держала руку Мелиссы и шептала: «Наверняка это ошибка. Ну не может же ДНК совпадать с каким-то делом». Но в юридическом отделе центра их встретили слишком серьезно. «Мисс Мелисса Кэмпбелл, пройдите, пожалуйста», — сказал администратор. В кабинете мужчина лет 50 представился. Фредерик Харрис, адвокат особых дел. Он включил проектор. На экране появилась фотография молодой женщины с длинными каштановыми волосами. Это Элизабет Риверс, 1979 года рождения. В 1999 году она родила девочку в больнице Святого Франциска в Сан-Диего. После родов исчезла. Ваш ДНК совпадает с ее. Почти наверняка вы ее дочь». Мелисса похолодела. «Нет. Моя мать — Сьюзен. Отец — Роберт». «Мы понимаем, но данные не лгут. Мы подозреваем подмену младенцев. Ваше настоящее имя — Клара». На стол легли старые документы: фальшивое свидетельство о смерти, заявление о пропаже и заметка рукой Элизабет. «Моя дочь Клара.
Родилась 18 марта 1999 года. Мир Мелиссы рухнул. В голове гремело «Меня обманули». Она вернулась домой, посмотрела в глаза родителям и спросила: «Вы знали?» После долгой паузы Роберт кивнул и сказал: «Мы не могли иметь детей. Нам предложили тебя через знакомого врача. Мы не знали, что это незаконно». «Знали?» — перебила Мелисса. «У вас на руках был незаконный договор. Вы купили меня». Сьюзен плакала. «Но мы любили тебя всей душой». «Любовь не стирает правды», — холодно ответила Мелисса. Дальше все развивалось стремительно. Виктор, ее друг, помог найти бывшую медсестру Рэйчел Уайт. Та подтвердила: «Я держала тебя на руках в день рождения. У тебя было родимое пятно на ноге. Твоей матери сказали, что ребенок умер, и заставили подписать бумаги». А затем нашлась Джулия Сандерс, подруга Элизабет, переехавшая в Вермонт. Она сохранила оригинал свидетельства о рождении. И у нее был адрес Элизабет. Мелисса сразу отправилась туда. Белый домик в горах Вермонта. Дверь открылась, и седая женщина с усталым лицом замерла. «Нет», — прошептала она. «Клара?» Мелисса ответила дрожащим голосом: «Да, я твоя дочь». Они обнялись у дверей, как будто 26 лет никогда не существовало, и слезы текли по их лицам, смывая годы одиночества. Началось расследование. С помощью журналиста Питера Нолана и показаний водителя Айзека Томпсона удалось доказать: врач Раймонд Льюис руководил сетью подмены младенцев, а посредник Алан Нортон продавал детей на усыновление. Суд признал его виновным в пособничестве торговле людьми и подделке документов. После суда Клара написала статью: «Меня зовут Клара Риверс. Когда-то я носила имя Мелисса Кэмпбелл. Я была украденным ребенком, но больше не боюсь прошлого, потому что нашла правду и свою мать». Статья разошлась по всей стране. Другие жертвы начали выходить на связь, люди писали письма, делились историями, искали своих родителей и детей. Клара вернулась в Вермонт, чтобы жить рядом с Элизабет. Вместе они отремонтировали дом, посадили лаванду и вечерами зажигали лампу на крыльце. «Мама», — сказала Клара, — «я хочу быть здесь. Не как Мелисса из Сан-Диего, а как Клара из Зеленых гор». Элизабет крепко обняла ее. Под закатным небом они стояли вдвоем, мать и дочь, потерянные и снова найденные, и впервые за долгие годы мир вокруг казался цельным и настоящим. Дорогие зрители, а вы бы искали своих родителей спустя столько лет? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.